Путин недавно объявил в России частичную мобилизацию, чем признал всю сложность и тяжесть ситуации в Украине, в которую попала российская армейская группировка. После такого решения хозяина Кремля, мужская часть населения России призывного возраста стремится покинуть пределы страны, огромнейшей страны, и пытается найти убежище в соседних странах. Но, естественно, не все подряд имеют возможность, деньги на дорогу и на проживание в чужой стране. Во всех пограничных контрольно-пропускных пунктах Российской Федерации с соседними странами образовались длинные очереди из тысяч машин. Как сообщается ЛАРС, граница с Грузией закрыта, на границе Российской Федерации с Казахстаном, даже с Монголией и Китаем такая же картина, и в столицах этих стран не знают, что делать с таким потоком людей, так как власти соседних стран оказались не готовыми к такому развитию ситуации. Цены на авиабилеты из России тоже бьют рекорды. У всех покидающих Россию людей одна надежда, что война закончится до того, как у них закончатся деньги, а то на чужбине, тем более не владея каким-то вторым языком, кроме русского, что сводит на ноль шансы устроиться на работу, им будет очень трудно. Европейский Союз и США ужесточили правила въезда русских на свою территорию. Среди самых оптимальных вариантов направлений для временного проживания, кроме стран бывшего Союза, для русских на данный момент является Турция и Греция. По информации, греки, единоверцы русских, под давлением Вашингтона и Брюсселя, отказались принимать бежавших от войны россиян и тоже собираются ужесточить условия и правила пребывания граждан России на своей территории. Это второе хаотичное переселение огромной массы людей по просторам Евразии. Такой поток миграции, только наоборот, из стран бывшего Союза в Россию, которые после распада империи остались лицом к лицу с вооруженными конфликтами и фактическим голодом, наблюдался сразу после распада Совка. Начиная с 1993 года до 2000-х миллионы людей с разоренного войной Кавказа, из Центральной Азии и Молдовы стремились в более благополучную Россию, где в советские годы было сконцентрировано основное производство и индустриальный потенциал империи, где можно было найти хоть какую-то работу. Эти миллионы рабочих рук тогда и потянули за собой экономику России, развивая отдельные ее отрасли. Помнится, 1994 год, поезд Баку-Ростов. Люди на перронах стояли, сутками не моргнув глазом ждали, когда попадут в страну чудес, Россию. Вот теперь эту страну чудес тоже постигла та же участь спустя 3 десятилетия. В лихие 90-е, после переселения миллионов кавказцев и жителей Центральной Азии, в Россию стремились миллионы жителей из благополучных стран, в которых не происходило кровопролитных войн, белых республиках, Украины, Беларуси, которые, несмотря на грамотное владение русским языком и схожую внешность с русскими, стали второсортными гастарбайтерами. Теперь идет обратный отсчет, обратный процесс, напоминающий эффект бумеранга, а покидавшие Российской Федерации граждане явно ошибаются в своих подсчетах о том, что война до весны 23-го закончится. Война всего лишь усилится и охватит все новые территории, в том числе и просочится на территорию самой Российской Федерации. Там образуется огромный поток внутренне перемещенных лиц, как это было в результате развязанных той же Россией войн на Кавказе и Центральной Азии. Миллионы россиян покинут приграничные с Украиной регионы и переселятся в Поволжье и на Урал. Между тем, в городах России создаются движения, которые протестуют против мобилизации, и люди вышли на акцию протеста. Хоть этого недостаточно для оказания существенного давления на власти, но тем не менее такие акции вдохновляют мирных, предпочитающих не участвовать в политической жизни общества людей, и могут их активизировать. На фоне всего этого внутреннее недовольство в национальных республиках Северного Кавказа будет нарастать в связи с насильственной отправкой призывников из Чечни, Дагестана, Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Ингушетии на войну в Украину, где хорошо вооруженные, обученные натовскими инструкторами украинские бойцы и добровольцы из других стран будут их уничтожать, испепелять вместе с УАЗами, КАМАЗами, старыми ЗИЛами, газами, МАЗами и так далее и прочее, у которых давно истек эксплуатационный срок. А это вполне может привести к новой войне,
или возобновлению Осетино-Ингушского или внутричеченского конфликтов, которых достаточно для полной дестабилизации Северного Кавказа от Ростова до Кавказских гор. Покажет время, приведет ли война в Украине к внутренним потрясениям в самой России, к революции и гражданской войне, которые западными силами рассматриваются как единственный способ для смены власти в этой стране. Но экономическая ситуация внутри России и стремительное сокращение доходов на фоне колоссальных военных расходов, которые идут на поддержку боеготовности и содержание оккупационных корпусов в Украине, говорят о том, что руководство Российской Федерации явно просчиталось в украинском вопросе, что такого результата на войне они явно не ожидали. Теперь Путин и его команда ищут самые оптимальные варианты, чтобы выйти из этого военно-политического тупика минимальными ущербами, политическими, военными и имиджевыми.